Всех приветствую на канале Леха Мега Строитель. Приехали мы сегодня уже на третий объект снимать. Дом находится у нас в Староживотинном, 200 квадратных метров. Расскажу немножко об его особенностях, из каких материалов он будет построен, что мы сделали на сегодняшний день. Дом у нас на фундаментной плите. Сняли здесь мы растительный слой по грунту 450 миллиметров. Сделали обратную засыпку из песка, оттрамбовали. После чего развели все коммуникации по дому, которые только возможно. И приступили буквально неделю назад к кладочным работам. На сегодняшний день уже все перемычки лежат всех несущих наружных стен и внутренних. На данный момент монтаж идет у нас перегородок. Дом здесь без консольных выступов из кирпича, в одной плоскости с фундаментом. Это обусловлено тем, что здесь будет еще утепление как цокольной части фундамента и самой кладки. Здесь дальше у нас будет клинкерная плитка через утеплитель. Здесь мы все основания под отмосткой полностью выровняем. Сделаем отмостку утепленную. Дальше, то есть у нас есть такие вот четверти, которые мы закладываем под окна. Для чего это нужно? То есть самое распространенное такое, когда большие окна вставляются алюминиевые, нету креплений хороших, либо сами окончики, которые производят монтаж, просто не используют этот крепеж. Мы для облегчения закладываем из полнотелого кирпича нижнюю часть, несколько в середине и в верхней части, для того, чтобы это окно можно было хорошо смонтировать и закрепить, после чего пропенить. Исходя из того, что у нас идет везде утеплитель, откос четверть, она тоже утепляется. Внутренние откосы после того, как у нас монтируется окно, допустим, в этой части, мы внутреннюю часть тоже утепляем, и у нас полностью весь этот пирог, он закрытый, утепленные откосы, ничего не промерзает, никакие кирпичи, ничего такого абсолютно нету. Спугнул у нас дождик, но мы возвращаемся к нашему домику, который мы строим на данный момент. Что еще хотелось вообще показать и обратить на что внимание? Зачастую мы на наших домах используем только армопояса. Обусловлено это тем, что есть неравномерные нагрузки, большие пролеты, и мы сделаем армопояс. Дом сам по себе этот небольшой, хоть у нас и в проекте был армопояс, но стоимость его работ и материалов, она дороже. Мы с заказчиком поговорили и ушли на, значит, перемычки. Также здесь, на этом доме, была монолитная плита. То же самое, пообщавшись с заказчиком и определиться, что можно на такие дома использовать просто-навсего плиты, мы также, соответственно, с заказчиком договорились о том, что мы просто поменяем на плиты. Есть слово экономия, да, то есть сделать дешевле, а есть оптимизация. Так вот, это здесь мы соптимизировали без потери качества, а можно сэкономить. Экономить можно до беспредела. Есть перемычки усиленные, которые должны лежать, и на них плиты, а некоторые для экономии кидают неусиленные. Говорят, да, мы так 100 раз делали, и, в общем-то, все прокатывает. То же самое про вот эти прогоны, про большие. Здесь это у нас зона кухни будет, открытый второй свет, и, соответственно, будет кровля. Здесь фальцевая, двухскатная, переходящая в плоскую. Очень интересное решение, которое мы тоже потом покажем. И, соответственно, эти перемычки, они уже с двойной армировкой и максимально усилены, потому что у них достаточно большой пролет. Пойдем покажу. Опять начинается у нас дождь. Я сейчас покажу плиты. Плиты на данном доме у нас 99-й. То есть размер плиты практически 10 метров в длину. Максимально такие плиты у нас в Воронеже нарезают до 14 метров. То есть, если у вас пролеты достаточно большие, не всегда выгодно заливать непосредственно плиту перекрытия. Если есть возможность скинуть плиты
пустотелые, то до 14 метров вы можете кинуть эти плиты. Единственная нагрузка на этих плитах, я вот точно не помню, по-моему, 600 килограмм на квадратный метр. То есть, если стандартные там 6-метровые до 7 метров плиты, у них 800 килограмм на квадратный метр. Здесь поменьше за счет того, что сама плита, она длиннее, больше, соответственно, еще и масса. И также вот я хотел обратить внимание всяким конструкторам, инженерам, которые рассчитывают плиты, иногда и нам, закладывая 16-20 арматуру. Присмотритесь на сечение арматуры в данной плите. Это же просто шестерка. Раз, два, три, четыре. Прутика. Раз, два, три, четыре. И здесь шестерка. Шестерка. Никакой не 16, никакой огромной арматуры на такой плите. Да, она пустотела, да, она меньше весит, но тем не менее. То есть обратите внимание, это прошли испытания плиты, они используются в цехах, они используются на многоэтажном строительстве, то есть в разных вариантах, и они прошли все возможные экспертизы. Не задумайтесь, когда вам закладывают 20-ю, а у нас в некоторых случаях, недавно пришел один заказчик, говорит, мне нужно построить дом. Я говорю, ну не вопрос. Вообще он ходил к нам на протяжении года с разными проектами. Он говорит, я нашел, кто мне сделал проект, и принес, и 28-ю арматуру увидел. Я пообщался с ним, пообщался с этими архитекторами, понял просто, что... Ну, не то, чтобы они разводят заказчика, они просто сами не понимают, что они чертят. Я заказчику сказал, послушай, я даже не хочу строить, не хочу снимать о том, что непосредственно тебе начертили, потому что посмотрят просто меня со стороны, скажут, ну какой-то дурачок строит, не понимает сам, что он вообще в принципе делает. Поэтому, когда мы применяем какие-то конструктивные решения определенные, мы это делаем обдуманно и оптимизируем, чтобы было выгодно и заказчику, и нам, и по скорости монтажу, для заказчика по деньгам, в общем-то, и чтобы это также было все это надежно. Все несущие стены у нас керамический блок 38-й, пустотелый. У заказчика оставался кирпичик силикатный. Это все, что у нас выше отметок плит пойдет. Это все силикатного кирпича. Все перегородки, все, что кирпичный от цоколь. У нас везде цокольная часть, 2 ряда. Все у нас полнотелый кирпич, марка М200. Чем преимущество вообще еще плиты? Помимо того, что она устойчивая, лежит, не имеет усадки никакой. Минимальное использование крана. То есть мы говорим про оптимизацию. То есть мы имеем такую рохлю. Она у нас на каждом объекте. Мы просто цепляем любой поддон. Вот как вот здесь подставили на кирпиче. И перемещаем его в любую точку. То есть кран просто-навсего один раз приехал, навалил все в дом. И ребята на рохле растаскивают каждый угол. Что блок, что кирпич, что силикатный кирпич. В общем-то полностью все это развозится на рохле. И преимущество всего этого еще, то есть если вы не несущие перегородки, то есть несущие они по-любому остаются на тех местах, а не несущие перегородки, у вас есть возможность всегда откорректировать. То есть сделать чуть побольше, перенести дверь, расширить дверь. Там, я не знаю, ну то есть все вариации, какие только возможно, на плите это возможно сделать. На других фундаментах практически отсутствует такое решение. Ну и стандартно про окошки. Здесь у нас окна все в пол. Значит, у нас здесь 150 миллиметров, плюс 1,5 сантиметра, 2 наделочные материала, плюс подставочный профиль под окно. Здесь у нас будет идти утеплитель пеноплекс, по нему будут идти теплые полы, полусухая стяжка. Вот эту часть, когда мы узнаем, насколько у нас четверти будут образовываться, мы кирпич этот срезаем, убираем. Для чего? Для того, чтобы у нас пеноплекс шел и поднимался. То есть мы представим, что вот этот торец, он прям в одном плоскости со стеклом. Этот утеплитель, он идет и поднимается до окна. И плитка, когда стыкуется, все закатывается теплым полом.
И вы, когда подходите к окну, у вас ничего не промерзает. И окна не потеют в этом случае, потому что зачастую люди не делают так. Они ставят окна, оставляют таким образом кирпич, а потом говорят: блин, да у нас что-то окна потеют, потому что они в пол. Да нет, просто потому что какое-то решение сделано было неправильно теми специалистами, которые у вас работают. Вот и все. Многие про это даже не понимают и не задумываются, потому что общестрой, кто строит, они общестрой, кто отделочники, они говорят: да это потому что не сделали те, а те уже давно ушли, они там, может быть, даже год назад уже работали. Их привлечь к этим работам и что-то им предъявить нет возможности. Мы же понимаем, где у нас будут стоять окна, на сколько четверти. Этот кирпич отрезается и выбивается. На сегодняшний день мы не знаем, насколько, в общем-то, будут здесь четверти. 210, 150, 180, ну, сколько заказчик захочет в плитке, столько, собственно, они и будут. Еще вот один из таких моментов, которые нужно учитывать. В общем-то, есть у нас выводы канализации, воды. Здесь у нас электричество, интернет. Сразу мы все размечаем с геодезистом и закладываем все трассы, все гильзы сразу. Что хотел сказать. У нас вся трасса, которая идет канализация, она всегда 160 трубы. А выводы выходят 110. Мы вставляем 110 трубу в оголовок 160 и идет еще пенка, и ставим заглушку. Во-первых, когда у нас каменщики работают, что-то если упало, мы это не ломаем, то есть труба она шевелится. Если нам нужно ее нарастить, сделать пониже, мы ее можем всегда вынуть, переставить и немножечко потом подпенить, чтобы она у нас не шаталась. Вот если вы обратите внимание, видите, как все четко, а то там кто-то там попадешь, не попадешь, все можно попасть, если правильно, грамотно сделать. Вот у нас есть угол стен несущих, сюда полностью выходит электричество, будет здесь щиток, здесь у нас вот она перегородка, сетка сделана, здесь не несущая, сразу в углу это тоже труба с водой, дальше у нас здесь бойлеры, котельные, там все, что с этим связано. Здесь еще дополнительная ревизия, то есть у нас идет под домофоны, под все, то есть она короткая трасса, выходит сразу на улицу. Опять вот она перегородка, и по внутренней части здесь можно все блоки разместить. Если понравилось это видео, подписывайтесь, смотрите за нами. Очень много интересного. В этом году мы постараемся каждый из этапов снимать и показывать. И что-то, если вам непонятно, или вы хотите что-то увидеть больше, обязательно напишите. Мы про это снимем прямо сразу, после того, как вы напишите нам отзыв. Всем пока!